Всем здравствуйте, мои дорогие люди. Этот расклад будет на такую тему. Что вам суждено, чего не избежать, в чем ваша удача и сможет ли вас в этом кто-то остановить. Я возьму для вас карты Символон. И они ответят очень четко и прямо. А также, может быть, нам понадобится еще одна колода для подтверждения или для разъяснения. Поэтому еще я возьму карты «Колесо года», может быть, если нужно будет. Я надеюсь, что вы с пользой для себя проводите досуг в моей компании. Мне в вашей компании всегда очень и очень приятно. И для меня вы приоритет. Вообще, я человек, который занимался долгое время айкидо, и я знаю, что тот, который передо мной, человек, тот самый главный. И вообще те события, которые сейчас вот я занимаюсь, они самые главные. Поэтому в тот момент, когда ваш пальчик нажал «Посмотреть», мы с вами встретились на просторах интернета. И поскольку мы с вами встретились, я вкладываюсь полностью в то, чтобы вам помочь. Итак, от чего же вас отводит сейчас Вселенная в данный момент? В данный момент, когда вы смотрите, мои дорогие. Опять потеряла голос. От чего вас отводит Вселенная в тот момент, когда вы смотрите? Ну, ничего страшного. Голос вернется. Сейчас загадайте свой вопрос. Задайте Вселенной, у вас есть шанс. Вообще всегда есть шанс, не думайте, что... Потому что мы всегда должны видеть расширенные возможности. Всегда есть шанс. В данный момент, когда вы смотрите просто так, знаете, без напряжения, задайте Вселенной вопрос. Что сейчас вам поможет? От чего отводят вас высшие силы? Потому что мы знаем, что в мире все связано не только с нашими желаниями, но тоже с тем, что сильнее, больше нас. От чего вас сейчас отводят высшие силы? И помешает ли кто-то высшим силам в этом? Давайте так, я сформулирую еще раз. Вначале я спрошу, кто вы по мнению высших сил? Эта карта покажет. Ну, смотрите, умный человек, это уже хорошо. По мнению высших сил, вы очень умный человек. Но это прекрасно. Эта карта, знаете, главного божества, вообще-то божество, оно одно, но просто в нашей Солнечной системе мы его понимаем, божество, по 7 планетам, которые были первоначально в классической астрологии, потом добавились еще 3. То есть это, как мы понимаем, Творца и себя. Это карта Сатурна. Вот видите, он читает вашу книгу судьбы, но здесь ключевое слово вот это свеча. Это свет, это ум, это сознание. Это сознание того, что, окей, я знаю, чего я хочу, потому что я знаю, что больше для меня не работает, что мне не получилось, кто виноват. Там вы уже все до дыр проанализировали. Больше не анализируйте свое прошлое. Карта Сатурна говорит, да, судьба сейчас переписывается ваша. Вообще сейчас все переходят на 4-е измерение. Это, я напоминаю, что такое 4-е измерение, когда невидимый мир становится видимым, да. И теперь вот видите, как божество считает книгу вашей судьбы, пальцем просто показывает, вот сюда давай, здесь. Вот это тебе нужно, а это нет. То есть теперь будет отделение зерен от плевел. Вы будете четко знать, что вам нужно, а чего не нужно. Вселенная отведет от того, что вам не нужно больше. Вселенная... Сам Творец хочет, чтобы вы увидели правду. Чтобы вы увидели, что работает, а что нет. Что ваше, а что нет. Нам нужно всегда проверять. Мое, не мое, люблю, не люблю, хочу, не хочу. Могу, не могу. То, что самое важное. Могу, не могу. И здесь у нас есть песочные часы. Время пришло сейчас слушать правду.
И вас видит Вселенная как человеком вдумчивым, который учится на своих ошибках. На чужих нет смысла учиться, что это не наши ошибки. Человек, когда ошибается, он учится взаимодействовать с миром, как ребенок падает, встает, или как в айкидо. Айкидо на самом деле это умение упасть и встать. Это никого не убить, не набить. Это совсем о другом. Это умение взаимодействовать с окружающим миром. Но это я так к слову, потому что очень важно. И если кто-то упал, встал, он научился взаимодействовать, а не вы, со Вселенной. Поэтому мы не можем научиться на ошибках других, только на своих. И здесь божество, вот это верховное, говорит, что Вселенная видит вас, что вы научились уже взаимодействовать с миром на своих ошибках. От чего отведет вас Вселенная? Как нельзя лучше. Потому что вот это то, от чего бы хотелось, конечно, нам, чтобы нас отвели, в чем хотелось бы, чтобы нам повезло. И эта карта именно того, что отведет вас Вселенная от вампиров, от вымогателей, от людей, которым выгодно вас запугать, выгодна пропаганда, дать вам ложную информацию, чтобы потом воспользоваться вами. Но чем больше людей на Земле, тем больше таких сил вампирских. Это сатана, сам дьявол. Не надо его бояться. Это низменная энергетика, низменная энергетика. Тот, кто хочет послать вам печаль, огорчение, тот, кто хочет вас использовать, тот, кто хочет вам навязать свою волю, знаете, вот такая вся гадость. Высшие силы отведут вас от этого искусителя, который сказал, вот смотри, здесь, я смотрю в рекламе это очень много, что, а хочешь стать самым богатым, возьми, купи мой семинар, или же давай сюда, вот мне свои деньги, я тебя сделаю богатым. Это все скэм, это все неправда. Понимаете? Не все золото, что блестит, да? Тот, кто хочет навязать вам тревожные мысли, тот, кто хочет вас мучить, тот, кто хочет запугать, тот, кто хочет свою злость на вас выразить, досаду, тот, кто хочет, чтобы вы печалились. Это, конечно, привороты, сглазы, порчи, даже родовые проклятия здесь. Это вообще. От этого отведет высшая сила вас. И сам Творец говорит, смотри, будь уверен, будь уверена, что от этого отведет высшая сила. Помешать вашим планам кто-то хочет. От чего Вселенная отведет? От темницы. Вселенная отведет от темницы. Вселенная отведет от сомнений, от людей, которым выгодно вас запугать. Выгодно, чтобы вы имели вот этот занавес, да, железный занавес. Чтобы вы были в этом в мире, в котором нет взаимодействия с другими людьми, где нет взаимодействия с другими странами, народами, а любое взаимодействие, оно для сотрудничества. Вот такой весь мир, он даже двухязычный, потому что тот язык, на котором, ну, там в других странах, в этом мире, например, Швеция, это шведский и английский, на английском все говорят, или, например, там другая страна. Ну, такая, как Канада, так понятно, что только один язык, хотя французский, он, в принципе, здесь все меньше и меньше. Потому что французы о себе канадские заявили, что они аррогантные хотели быть. И потеряли к ним веру. То есть Канада, в принципе, одноязычная. Ну, она как бы multiple, но одноязычная тоже. Люди со всех стран. Теперь это не англосаксонцы и не французы, а со всех стран мира. Со всех стран мира. Все одинаково. У всех одинаковые возможности. Но язык, который мы понимаем, английский, и здесь вот вас хотели посадить в эту темницу одного языка, одного мнения, одной красоты. Я не отвлекаюсь, мои дорогие, я говорю по делу, потому что вот пока я там жила у нас, так я была самая некрасивая, самая там еще такая и другая, поскольку я была музыкант не особо, так еще и тупая, на самом деле я совсем не тупая. Вот, и пальцы у меня такие, не такие, это у меня не такое, и рождена я не у тех, у которых связи есть. Приехала сюда, никто никогда в жизни не осудил меня за внешность, например, и сказал, что какая-то не такая. Вот там, где вы сейчас, может быть, вас осуждают, что какая-то не такая. Вас посадили в эту темницу навязанных вам мыслей, пропаганды всякой. Понимаете, что давайте возьмем, сделаем врага, кто-то враг есть там,
такой придуманный враг, потому что правителю, который делает внешнего врага, это треугольник Карпмана. По такому правителю удобнее всего управлять своими людьми. Да? Это то же самое, когда мы делаем врага из внешнего кого-то. Тогда это стокгольмский синдром. Хотя, говорят, это уже не синдром, это способ выживания. Да. То есть кому-то выгодно, навязали вам, что там вот где-то есть враг. Давайте вместе будем, чтобы противостоять какому-то врагу. И тогда с вами что угодно могут делать. Вас посадили в темницу, вас запугали. Вас отведут высшие силы от этой темницы. Когда есть взаимодействие с миром, есть здоровая среда, где каждый о себе заявляет, где нет кумовства, где нет коррупции. Но коррупция есть везде. Кто не знает, я живу в стране, где огромное количество коррупции. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Вот. Здесь тоже огромное количество коррупции, но с коррупцией нужно бороться. И технология блокчейн, она борется с коррупцией. Кстати, вот интересно, что я сейчас слышала, что можно деньги отмывать. Нет, по блокчейн нельзя деньги отмывать. В этом весь и пунктик, что блокчейн все видят деньги человека. Можно проследить, откуда эти деньги взял. Потому что те, кто делает майнинг, кто деньги, вот майнинг, они подтверждают транзакции. Как раз блокчейн и делают деньги прозрачными. Вообще, вам выгодно сказать, что это плохо? Им выгодно. Ну вот это очень хорошая карта, с одной стороны, что вы теперь знаете, кто есть кто. Хотя это очень плохая тоже. Кто вас хочет запугать? От чего отведут высшие силы? От врагов. Посмотрите, какое здесь вражеское все. Посмотрите, какие здесь Кощеи бессмертные, какие здесь вампиры. Вот от этого символон как открывается. От этих вампиров, от этих вымогателей, от этих, кому выгодно вас запугать, сказать, что так, идем назад. Назад нельзя, дороги назад нет. Вы что? Кто вам говорит, идем назад, мы хотим все вернуть, как было. Человек просто хочет уничтожить вас. Как бы ни было там хорошо, может и были дороги смазаны медом, может и были любимые мармеладки у нас, и была молодость. Может быть и было хорошо, но нельзя пойти назад. Вот эта карта говорит, нельзя пойти назад, потому что пойти назад – это значит что, умереть, что ли? Назад дороги нет. А мы, девочки, мы вообще любим назад хотеть идти. Типа мы молодые были, омоложение, идти назад нельзя. Те девочки, которые говорят, что давай я буду моложе, это значит я пошла назад. Нужно идти только вперед. Хотим денег, любви, идем вперед. Пойти назад нельзя. А король-то голый, а король-то мертвый. Мертвый, потому что его идея пойти назад и вернуть то, что было. Но это же, конечно же, у людей вызвать ностальгию, людей обмануть, людей ввести в состояние конфронтации, в состояние ненависти, в состояние, что кто-то виноват. Ну, король-то и виноват. Король продал душу дьяволу, король уже при смерти. Король уже при смерти, король запугал. И пары разрушаются, и денег нет, и страх, и страх. Вызывать страх, конфронтация ни к чему не приводит. Может, вы ругаетесь в паре, может, вы не можете договориться. Король-то голый, король больной, у него ментальная проблема, у него маразм. Вот это король, у которого маразм. А у вас конфронтация дома, у вас безденежье, чего вы ругаетесь? Денег не хватает. Вам сказали, что все виноваты. А виноват кто? Тот король, который заболел. Вот он и виноват. От чего отведут высшие силы? От проделок дьявола? Слушайте, какой расклад. Я не знаю, поняли ли вы, но здесь все иносказательно. Каждый поймет по-своему, мои дорогие. Король-то голый. Налоги-то повышаются. У нас уже хотят еще один налог на недвижимость ввести. Сколько можно нас облагать налогами? Ну, естественно, что сейчас случилось? Всем выдавали деньги 2 года просто так. Ну, нужно же теперь налоги поднимать. И это, конечно, разрушает отношения, потому что начинают дети ждать смерти родителей, чтобы получить наследство. В Канаде этого полно теперь. Потому что недвижимость дико дорогая, никто таких денег не зарабатывает. Вообще никто. И дети просто, молодые люди, они просто в замешательстве. Как у вас? Пишите в комментариях, мои дорогие. Я говорю иносказательно, может, я привожу примеры той страны, в какой я есть.
но вами очень сильно манипулируют. От этого вас отведут высшие силы. Это же бешеная манипуляция. Вас просто посадили в темницу и вами пользуются. Вообще, слушайте. Но вам нужно сделать этот квантовый скачок, вам нужно освободиться. Вам нужно сбросить вот этот вот позорного короля, который вас позорит, его надо сбросить, он позорит просто. Вау! Все иносказательно, мои дорогие, все вы поймете, вы догадаетесь о чем. У каждой свое поймет. Но так любой пророк говорит, да? Ух, как мощно! Давайте совет возьму, я хочу на колесе года посмотреть. Раз ружье было показано, оно должно выстрелить так, что еще колесо года. Ну вот эта карта алхимическая, я ее очень много вам рассказывала уже во многих своих видео. И это когда, понимаете, нужно изнутри созреть, нужно изнутри повзрослеть. Потому что если кто-то хочет пробить это яйцо – это символ жизни, вашей жизни. Пробить яйцо снаружи, научить вас жить – это не выйдет, потому что тогда преждевременно все. Понимаете? Вы должны созреть, вы должны сами понять, что вам нужно и куда вы идете. И вы созреете. Здесь вы выходите из этой пелены. Вы выходите, вы начинаете жить для себя. Была женщина, она у меня в хоре пела. Но кто не знает, я же 30 лет в церкви проработала. И будучи еще не старой, где-то ей лет 50 было, она просто все оставила, она была библиотекарь. А библиотекарь – это не тот, кто книги выдает, это, как знаете, как тот, который получил PhD по библиотеке. Обычно один библиотекарь на библиотеку, он получает очень много денег. У нее была прекрасная зарплата, она сказала, все, хватит, я вылупилась из яйца. Она, знаете, все оставила, но ее муж оставил, бросил, предал. Она сказала, все, хватит, я не могу. Все оставила, поехала в лес. Это вообще такая интересная женщина. Потом приезжала, рассказывала, что жизнь с чистого леса начала. И какая-то избушка там в лесу, там людей вообще не было. И она живет в лесу одна. Ей надоело это все, надоела эта манипуляция. И она созрела для этого. Она созрела, она поняла, что хватит, все. С тем, с кем жила всю жизнь, он ее предал. Все. Кому доверяла, предал. Все. Это вы, вам нужен квантовый скачок. Вы выберетесь, вы добьетесь того, что вы выйдете, эта пелена сойдет с глаз. Вы поймете, там свет Божий. Как говорила моя бабушка когда-то, Лена, посмотри в окошко. Вот видишь, сколько света, а выйди на улицу. У меня бабушка была безграмотная, но она была очень умная, очень умная. Вот вы как выйдете на улицу, увидите, сколько света, сколько в мире разнообразия. Вас запугали, сказали, туда нельзя, туда, там враги. Нет никаких врагов вообще. Это показал Симбалон, он всегда так показывает, он такой мощный. Вот, кто хочет вас запугать, и от чего вас отведут высшие силы, очень четко показал, мои дорогие. Я хочу посмотреть на колесе года, когда у вас наконец-то будет уже прорыв, когда будет больше денег, когда будет стабильность какая-то, когда это все придет. Потому что лучше, чем колесо года, на вопрос, когда, ни одна колода не отвечает. Если вы мои слова, любые, интерпретируете по-своему, это имеет место быть. Но не вкладывайте в мои слова больше, чем я сказала. Я говорю по делу все четко, как мне показывают карты. Понимаете? А вы интерпретируете, исходя из вашего положения, и, пожалуйста, не пишите мне в комментариях, что я вот это и это, и это, и это сказала. Я пророк. Я просто говорю, да, и пророк никогда не бывает популярный в своем отечестве, да, но он говорит правду матку. То, что вы услышали, то вас касается. То, что вы додумали, что я, мол, это и это сказала, это все неправда, потому что я вообще ничего не думаю. Я говорю то, что вижу в картах. Так что это дисклеймер такой. Да, я знаю, что будет, сколько будет. Сейчас у меня пойдет всяких комментариев очень злых после этого видео. Четко. Ну что, вопрос такой, от чего отведут высшие силы? И если карты показывают, я говорю то, что вижу всегда. Дорогие мои, когда-то все произойдет. 4, это четверка. Это четверка пентаклей, это очень хорошая карта.
Когда вы начнете взаимодействовать со всем миром экономически, когда вы поймете, что в наше время это экономическое взаимодействие. Если мы хотим, чтобы с нами взаимодействовали, мы должны постараться дать людям то, что им нужно. Ну, не дать. Здесь продать, здесь деньги. Но деньги, заработанные честно, дать то, что людям нужно, и не устрашать их. Не устрашать их, это уже не то время, не время запугивать. Четверки, они очень стабильные карты. Это стабильность финансовая, и будет у вас скоро. Я вижу, что к осени, здесь осень, видите, красные листья, к осени вы будете абсолютно в другом положении финансовом. Вы будете себя чувствовать на коне, вы будете себя чувствовать стабильно. Именно к осени это произойдет, мои дорогие. Когда? Когда и как? Мешок золота в руках, деньги, монеты, золото. Но это заработанные деньги. Поэтому, знаете, мы говорим «жадный человек». А мы не понимаем, что за этим стоит. Человек, который заработал в поте лица своего, будет дурак, если он будет ранжирить, если он не будет жадный. Он вложил свою энергию, жизнь свою продал за монеты. То есть он вложил свои силы, здоровье в то, чтобы заработать. Почему мы считаем, что он не должен быть жадный? Что он просто направо и налево должен отдавать то, что он заработал трудом. Это вы. Вы заработали своим трудом. Или те люди, которых вы любите. Вы волнуетесь, там, может, мужчина, волнуетесь о его здоровье, потому что он подработку взял. Сын, дочь, кто угодно, мать, отец. Люди вкладывали свою жизнь, меняли свои годы жизни на монеты. Почему мы считаем, что вот они жадные? Они зарабатывали. Это вы. К осени будет стабильность, вы заработаете. И вы прижимаете свое. Да, заработанное вами в поте лица. Почему нужно транжирить? Почему начинает сразу возникать? Купи эту сумочку, купи вот это и это. Прижимайте. Вы заработаете, но транжирить нельзя. Что еще скажут? Когда будет прорыв? Ну вот смотрите, осенью начнется, а к зиме будет очень стабильный прорыв. Это королева меча. Это вы уже у себя в доме или в квартире. Я говорю, недвижимость нужно пытаться приобрести сейчас, да, потому что, дорогие мои, управлять миром будет теперь энергия, что кто не имеет недвижимости, тому будет очень тяжело. А недвижимость, она не везде безумно дорогая. По непонятным причинам в больших городах сейчас безумно дорогая, а где-то в глубинке нет. Но это все будет меняться постепенно. Постепенно недвижимость в глубинке будет дорожать. Недвижимость нужна. Вот вы вот здесь уже заработали, мое, правильно, все, а здесь вы уже знаете, вы стоите у себя на пороге. У вас уже голова соображает, что вас уже невозможно больше запугать. Понимаете? Если вы уже королева, у вас теплая одежда, это символ того, что у вас есть на завтрашний день. Нельзя сказать, отложено там на что-то плохое, потому что плохого не будет, если мы не будем думать об этом, да? Но отложено на завтрашний день, мои дорогие. Вы королева, все. Так что раз вы королева, потому что вы уже поняли, как вам жить на этом белом свете, так все хорошо. И знаете, вот здесь продолжение. Видите, продолжение. Вот заработали уже на своих ногах и продолжение. Вот это чучело – это то, что, ну, вороны, да, чучело на огороде. На самом деле, что может чучело? Ну, ничего плохого никому не делает. Но оно пугает вот этих врагов, которые хотят, чтобы опять вернуть свое владение вами. Защищаете свой огород, защищаете свое жилье, защищайте свою энергию от негативного влияния. Все очень просто. Просто и по делу, мои дорогие. Карта Луна, карта личного успеха. Я уже говорила, что, как любая, особенно старший аркан, имеет много значений. Карта Луна, первое ее значение – это женский приоритет ментального фона, это мысли, это резон, это здравое мышление, это когда мы каждую мысль проверяем на здравость. Смотрите, я эзотерик, я говорю очень прямо и очень прямо вам объясняю.
Мысли нельзя контролировать, но нужно выбирать. Это здравое, это нездравое. Зачем мне слушать нездравую мысль? Зачем мне слушать нездравую мысль, что во мне что-то не так? Что это мне даст? И зачем мне слушать мысль другого человека, который хочет мне навязать понимание вражества? Зачем оно мне надо? Мысли – это как лента, они основаны на том, что в общем пространстве, что у меня было, у меня-то у вас, имею в виду, в жизни. Мы выбираем здравое, нездравое. Нездравое пошло подальше. А еще можно и крепкое слово использовать, не помешает. Ох, я какая стала. Ну, понимаете, я вообще пророк. У меня всегда разное в зависимости от того, какие карты. Две вещи есть. Мысль, и не нужно их контролировать, это только помешает. Выбирайте, здравое, нездравое, доверяю, не доверяю. Эмоции, сердце, вот там мы можем контролировать. И контролируются эмоции через что? Правильно, через дыхание. Проверяем. Возбужденная, не нужна мне такая эмоция. Луна, холодный свет, холодные эмоции. Вот я слышу одно и то же клише. Это эмоции. Какие эмоции? Луна, холодный свет. Луна сама не светит. Какие эмоции должны быть? Холодные. Горячие эмоции портят отношения, портят самочувствие и никому не нужны. Напряжение, горячие эмоции всегда конфронтация. Всегда вымогательство, всегда желание чего-то, чего нет. Выдавать желаемое за действительное. Да, может быть туман, да, может быть туман. Луна – это когда ничего не видно, когда если мы эмоционально возбуждены, если мы эмоционально вовлечены, кто-то может сразу воспользоваться. Поэтому эта карта тумана, если у нас уже мы имеем внутреннее возбуждение, кто-то может раз и воспользовался, раз и кошелек вытащил. Понимаете? Когда мы возбуждены, тогда раз и кошелек вытащил. Больные мира всего. Слушай, такое солнце так ярко светит, извините. Я ничего не вижу здесь. Такое солнце. Выбирайте спокойные эмоции. Как? Ну, проанализировать свое дыхание. Так, я дышу возбужденно, что-то не то. Раз я дышу возбужденно, значит, я вовлечена. Возвращаюсь к себе, иду спокойно, потому что спокойно, и у вас будет все хорошо. Я хочу совет взять для вас, мои дорогие. Хотела сделать экспресс. Давайте так договоримся. Полчаса – это экспресс-гадание, да? Это очень трудная работа, так что благодарю за лайк. Ой, ну это очень хорошо, это рыцарь чаш. Смотрите, пажи жизнь не меняют. Пажи – это поиск, это хлопоты, это заботы, это эмоции. Еще паж, я еще волнуюсь. Волноваться вредно. Рыцарь пришел, рыцарь второй – это перемены, это новости, это перемены. В чем новости? Он несет чашу. Чаша. В чаше напиток. В чаше эмоции. Чаша имеет края. То есть эмоции не бескрайные, они не выплескиваются. В чаше есть края, есть структура. И этот рыцарь чаш говорит, что держи свои эмоции в структуре, иначе тобой кто-то воспользуется. Не давай никому собой пользоваться. Своя жизнь для тебя только. Сейчас, кстати, это все. Что такое границы? Ну, самое главное, что это для налогов, понимаете? Потому что нас как бы захватили, да, в том, где вот границы налоги. Границ не должно быть, по моему взгляду. Нет. Человек должен свободно перемещаться. Но у вас здесь перемещение свободное. Перемещение, открытие и перемещение, потому что рыцарь перемещается туда-сюда свободно, нет никаких ограничений. Это придет человек, это придет тот, кто спасет. Рыцарь что он делает? Он спасает, он меняет жизнь, он делает возможным то, что раньше не было возможным, мои дорогие. Рыцарь дает любовь. Может, это у кого-то это рыцарь, это новый мужчина для любви, у кого-то рыцарь это новая интересная работа, реализация себя, у кого-то рыцарь это новый стиль жизни, а это уже внутренний рыцарь, а это тот рыцарь, который меняет жизнь изнутри. Как я всегда говорю, двери от счастья открываются всегда изнутри, и ключ всегда у нас в кармане. Вот у меня здесь есть карман, у меня вся одежда с карманами. Всегда там есть ключ, у вас есть свой карман, там есть ключ. Возьмите сейчас этот ключ, то у меня есть ключ от моего счастья. И никто больше не сдвинет с пути, потому что я знаю точно, куда я еду в моей жизни. Это же ресурс, лошадь.
есть стабильность, вы знаете, что можно на что-то положиться в этой жизни. На себя, на любимых, на родных. Кому доверяете? Дорогие мои, мне можно доверять, при вас беру карты. Все, у вас будут перемены. Кто хотел любви, вот здесь же любовь, новые отношения или же примирение. Кто хотел новой работы, сядьте на эту лошадь, ищите себя. Как искать себя? Пробуйте все, делайте что можете, и себя найдете. Гарантированно. Кто хотел улучшить здоровье, меняем стиль жизни, дорогие. Без этого никак. Таблетками ничего нельзя забить. Некоторые таблетки помогают, но если мы не меняем стиль жизни, таблетки ничего не дадут. Стиль мысли, стиль жизни, спокойные эмоции. Но я больше не могу, дорогие мои. Это все, я начинаю, рыцарь чаш вышел, все, начинаю вас мотивировать. А работа мотиватора, да это не дай бог, это такая трудная. Это как все равно вагон угля на себе тащить, понимаете? Потому что я мотивирую, потом за мое добро мне в комментариях начинают на меня наезжать, так сказать, да? Вас кто зашел, кто все понял, кто меня не обидел, кто не обидел того, кто донес вам это послание, а кто сделал свои выводы и что не нужно, отбросил за ненадобностью, кто не обидел того, кто принес вам помощь. Я вас люблю, обожаю, желаю вам счастья. Медвежьи обнимашки из сибирской страны. Пусть у вас все будет замечательно, и будем видеться, когда вам нужна будет помощь моих карт, или вы с пользой для себя хотите провести досуг в компании преданного вам друга. А то, что я преданный вам друг, это несомненно. Я уже очень давно на YouTube. Каждый мой подписчик – это тот, которому я помогла каждый. 2016 года, мои дорогие, на YouTube. Желаю вам добра. Пока-пока, и будем видеться. Если вы задержались, и если вы пришли на эфир, хочу сказать огромное спасибо за дружбу. Трудно мне сейчас считать, потому что солнце бьет в глаза, но уж не обессудьте и не обижайтесь. Я хочу сказать спасибо для тех, кто поставил пальчик вверх. Пальчик вверх ничего не стоит, 0 рублей, 0 копеек, но это выражение эмоций для вас полезно. Подписка на канал тоже для вас полезна, потому что вы подписываетесь не на человека. На человека никогда не нужно подписываться. Вы подписываетесь на знания, которые дает канал. А также, кто пришел на YouTube, от чистого сердца гигантское спасибо за донат. Не обижайтесь, пожалуйста, я должна это сказать, потому что это правило хорошего тона. Огромное спасибо, Евгения. Огромное спасибо, добрые слова и пальчики вверх. Ольга, Марина, Юсова, Ольга Соседова, огромное спасибо. Светлана Дасько, огромное спасибо. Виктория 007, огромное спасибо. Катарина ИИО, огромное спасибо. Елена Андреева, огромное спасибо. Вы спонсор, огромное спасибо. Галина Исаева, огромное спасибо. Все, кто спонсоры, огромное спасибо. И вообще все, кто ставит пальчик вверх. Пальчик вверх самое меньшее, что можно сделать, и это однозначно то же самое, что и донат. Так что огромное спасибо. Одну секунду задержусь, и если есть вопросы по моим гороскопам. Это очень, дорогие мои, трудно сделать гороскоп. Это безумно трудно сделать гороскопы. В гороскопах я не знаю, с чем связано, что просмотры такие маленькие в гороскопах. Это безумно трудная работа. Поэтому если у вас есть желание поддержать, что ли, мою работу, пожалуйста, пошлите гороскоп мой человеку, которого вы знаете, это его гороскоп. Я благодарю вас за это. Это очень сложно сделать гороскоп. N-Star, огромное спасибо за донат. Алла A, огромное спасибо. Дорогие мои, не должны посылать, честное слово, не должны. Большое спасибо. Не только от меня, но и от платформы. Потому что понятно, что донат не только мне идет, но он помогает платформе. Платформа очень дорогая, YouTube, кто не знает, это миллиарды долларов. Сделать то, что мы с вами, вот вы бесплатно смотрите, вы платите за интернет, я плачу за интернет, но совсем другая опера. Интернет, то, что вы платите за интернет, ни я, ни YouTube никаких процентов не имеет с этого. Но платформа, кстати, YouTube, безумно дорогая.
Поэтому я от платформы благодарю. Спасибо, Виктория 007. Виктория, второй раз нельзя. Нельзя. Благодарю. Да, дорогие мои, 2 слова. Кто был на эфире? Может, я его и убью, этот эфир. Потому что он был, многим будет непонятно, и многие поймут меня неправильно и начнут меня обижать. Напишите, или вам было все понятно. Напишите, или напишите вообще вот такой эфир, да. Вы же были на эфире, да? Напишите хоть пару слов, дайте мне знать. Потому что я могу сейчас его убить, его не будет больше. Слишком он был серьезный, да. На обучение, но обучение – это авторское, поэтому оно только… У меня только за деньги обучение, оно авторское. Если кто-то продает мои уроки, он мошенник. Уроки продает только автор, я. У меня никогда нет посредников. Обучение у меня на моем сайте, переход на сайт только один, и он есть только на моих YouTube-каналах. Если там другие какие-то сайты, это все не мои. Переход на мой сайт только на моих YouTube-каналах. Там обучение, пожалуйста. Я не делаю за деньги расклады и чистки. Никогда не предложу за деньги, не делаю soliciting. Чистки и расклады все безоплатные. Я не делю свою энергию между клиентами и вами, подписчиками. Вы, подписчики, у меня в приоритете. Знайте это. Ну все, мои дорогие, я буду заканчивать, потому что очень-очень устаю, безумно много работаю. Вот. Большое спасибо вам, дорогие друзья. Я постараюсь оставить эфир, но если будет очень много негатива, я, конечно, за себя не отвечаю, потому что я могу и удалить. Пока-пока, мои дорогие, желаю вам счастья. Люблю вас всех, обожаю всех моих дорогих друзей. Пока-пока.